Всем привет! Продолжаю постройку Quadro-Vitec из Киберпанка 2077. В прошлом выпуске я сделал пару кронштейнов для передней части, вырезал капот и установил для него замок. Также был вырезан багажник, перенесены петли, срезан отсек для инструмента и установлен замок. В этой же части я займусь дверьми, одним из самых интересных технических решений в этом автомобиле. Так получилось, что двери до сих пор лежали на складе, в том самом виде, когда я их отпилил от пенопластовой модели. Я даже их не примерял к стеклопластиковому кузову, самое время это сделать. Встали плотно, так как проемы шпаклевались и немного стали меньше. Оставлю модели дверей в таком виде, подгонять уже буду готовые детали. Хочу попробовать сделать двери без матриц. Я не сторонник такой технологии, но попробовать стоит. В любом случае я ничего не потеряю, а если все получится, ускорю процесс. Модели дверей уже были выровнены раньше, с общей моделью автомобиля. Мне остается только нанести разделительный воск и сделать отбортовку. Пока первый слой воска сохнет, сделал борта из ПВХ пластика и заклеил все щели пластилином. Подготовил сразу две детали. Разделитель высох, а значит можно клеить стеклопластиковые детали дверей. Для этого мне понадобятся средства защиты, перчатки и респиратор, кисточки. Блин, совсем забыл доиграть бой в ФК-арене. А ФК-арена — это мобильная ролевая игра, я уделяю ей всего несколько минут в день, пока отдыхаю в гараже, иду домой или утром за чашкой чая. В игре множество ярких героев, соберите коллекцию и миксуйте их между собой, чтобы побеждать врагов неожиданными комбинациями. Простор для стратегии здесь просто огромный, ведь персонажей больше 80 штук. Игра заточена под вертикальный формат, поэтому управлять своей армией можно одной рукой. Кстати, прямо сейчас АФК-арена отмечает вторую годовщину. Новые скины, герои, юбилейный вечер и юбилейные награды, количество которых ограничено. Так что скорее вводи этот подарочный код, чтобы получить вот такие подарки. Они очень помогут на старте. Но торопись, забрать их можно с 6 апреля по 5 мая. А если будешь заходить в игру в этот период 3 дня подряд, то получишь дополнительно целых 100 самонов, новые герои и скины. Вторая годовщина — отличный повод ворваться в АФК-арена. Скачивай игру по моей ссылке в описании и получи 130 самонов и сильнейшую команду героев. Гель-коут при такой технологии не предусмотрен, так как деталь двери сразу будет клеиться по модели. Пока клеил дверь, перед глазами так и проносились флешбеки по клейке кузова. Две детали склеены, пусть сохнут, а я займусь механизмом дверей. На первый взгляд все выглядит просто. Дверь должна ездить назад и вперед, но за простотой скрывается не такой простой механизм. И я придумал несколько вариантов этой системы. Самый сложный сделан по опыту конструирования ЧПУ станка. Две направляющих, каретка и шаговый двигатель. Дверь просто не может отъезжать со своего места. Ей нужно сначала выйти из проема, а уже потом начать движение. Нужно поставить еще один похожий механизм. И это очень сложно реализовать, и я пока отложил в сторону эту идею. Также можно было сделать вариант попроще, с лампой-дверьми, только в другом направлении. Приходили мысли в голову насчет дверей как маршрутки. Для этого нужна была направляющая в пороге и поворотный механизм. Рычаг бы двигал дверь, а низ двери скользил по рельсе в пороге. Это, конечно, больше всего похоже на автобусную дверь с прислонно-поворотным механизмом. Эта мысль мне понравилась, и я дальше стал думать в этом направлении. Вдобавок вспомнил про рычаги подвески, что если сделать похожую конструкцию, только вместо колеса будет дверь. На бумаге все выглядит неплохо, нужно теперь сделать небольшой макет. На глаза попался ПВХ пластик, и с него и нарезал детали механизма. Шарнирами в макете будут обычные гвозди. Один из рычагов будет задевать за заднее крыло, стоит его согнуть по форме угла проема. Но чтобы дверь нормально открывалась, расстояние между шарнирами должно быть то же самое. Работа механизма понятна, и стоит попробовать на реальной двери. Для этого из профиля сварил подставку для механизма. Она как раз повторяет низ проема и будет крепиться к кронштейну порога. Первый прямой рычаг сделаю из бруска. Изогнутый рычаг будет сделан из уголка.
Рычаги будут пересекаться, и чтобы они не мешали друг другу, их нужно будет развести по разным плоскостям. Изогнутый рычаг будет выше, чем прямой. Далее соединил детали между собой бруском, который будет выступать в качестве двери. Дверь не будет открывать весь проем, механизм будет скрыт частью двери, но думаю, это не помешает попадать в салон автомобиля. Дверь автоматическая, и не нужно забывать про привод. Лучшим местом для него будет заднее крыло. С механизмом я определился на 100%. Теперь нужно вырезать и сварить чистовой вариант конструкции. Сварил подставку той же формы, но уже под весь низ дверного проема. Так как это все-таки двери, шарнирами будут автомобильные петли. Они ремонтные, и один конец их сделан под сварку. Устанавливаться они будут в этом месте на стойках. Чтобы при зажатии болтов металл не гнулся, вварил в отверстие стальные трубки. Попробовал приварить стойки не по плану, так чтобы длинная стойка находилась спереди. Но ничего не вышло, изогнутый рычаг упирается в стойку. Переварил стойки, поменяв их местами. Рычаги будут сделаны из профиля, на их концах сделал пропилы под петли. Приваривал рычаги по месту, параллельно дверному проему и друг другу. Для проверки соединил их между собой бруском. Пока все отлично, нужно проверить с дверью, они как раз высохли. Стеклопластиковая деталь снялась без труда, даже особо не повредила модель. Прикинул ее на свое место и понял, что я замучаюсь ее шпаклевать и точить закругленные углы. Эта технология проста, но поверхности деталей получаются, мягко говоря, не очень. Решил потратить еще немного времени и сделал из нее матрицу. Склеил деталь без гель-коута. В этот раз поторопился и плохо нанес разделитель. От этого деталь с трудом вышла из матрицы с характерным волосяным покровом, который я без труда убрал лепестковым диском. А вот с другой стороны нанес воск как надо, и деталь получилась идеальная. Совсем другое дело, все грани острые, деталь ровная и лежит идеально по месту. Крепить деталь двери к рычагам напрямую нельзя, нужно сделать закладные, а в будущем металлический каркас по периметру. Сделаю закладную рамку из профильной трубы, которая после подгонки будет приклеена к детали. С помощью болтов закладная будет крепиться к петлям. Все в порядке, только смущает люфт в закрытом положении. Когда установится уплотнитель и замок, дверь будет прижата, но в момент открытия, боюсь, будет болтанка. Посмотрим, что будет дальше. Прикрутил к закладной стеклопластиковую деталь двери и проверил ход механизма вместе с ней. Чтобы не задеть предметы при открывании и закрывании, есть смысл установить на дверь сенсорные датчики. В самой дальней точке от кузова получается расстояние 55 см, что меня полностью устраивает. Теперь нужно примерить привода. Они уже были заказаны, и пока я их жду, сделаю механизм с другой стороны и усилю все распорками. Заказал линейные привода такого типа, у которых шток выдвигается с помощью винта. Взял два разных комплекта, не знал какой выбрать и купил оба. Первый комплект на 250 мм, скорость штока 24 мм в секунду, и он может поднимать максимум 50 кг. Второй комплект выбрал скоростной, 300 мм, 48 мм в секунду и нагрузка 25 кг. Также взял автоматику с пультом, чтобы пока не заморачиваться с кнопками.
Проведу тест для наглядности, как шток ходит у разных комплектов приводов. Скоростной для меня более предпочтительней, так как дверь должна открываться быстро, но он всего на 25 кг. Надеюсь, этого хватит. Привод, который на 50 кг, практически невозможно остановить. А вот на 25 кг сравнительно легко останавливается. Двигатели у приводов одинаковые, и все зависит от соотношения передаточного числа шестеренок в редукторе. Вырезал для привода отверстие в стенке проема. Приварил уши на нижний рычаг для крепления штока, пока на прихватке, так как положение может измениться. Ответная часть будет находиться внутри крыла, для нее будет сварен кронштейн. Он будет прикручиваться к задней стойке. Также этот кронштейн должен держать заднее крыло. Этого крепежа не будет видно за расширителем арки. Прикрутил актуатор к кронштейну и попробовал подать на него напряжение. Первый полет оказался успешным, все двигается свободно. Можно попробовать прикрутить накладку двери. Пока временно прикрутил на 3 шурупа. При таком радиусе и скорости дверь даже сможет закрываться на стандартный дверной замок. Чтобы постоянно не перекидывать вручную провода на аккумуляторе, подключил автоматику с пультом управления. Стандартная схема, 2 реле и радиомодуль. Кстати, как оказалось, его можно даже подключить к Arduino, что мне и на руку. По возможности хочу управление перевести на эту систему. Подключил устройство к приводу и накинул провода на аккумулятор. В комплекте шел такой архаичный пульт с выдвижной антенной, кнопками вперед, назад и стоп. Единственное, что мне не нравится, это тряска двери в начале движения. Так как питание подается резко на привод, дверь дергается с места и начинается тряска. Попробовал использовать шим-регулятор, чтобы привод начинал плавно свое движение. Он несовместим с этой автоматикой, и крутить нужно ручками, плавно повышать напряжение. После пары тренировок получилось открыть дверь плавно, но все равно присутствует легкая тряска. Заодно немного подпиливал полотно, чтобы оно не задевало за проем. Попробовал также нагрузить дверь, ведь в ней будет еще стекло и обшивка. Повесил на нее 2 блина по 2,5 кг. Приводу тяжело, но он справляется. Есть смысл установить по 2 линейных привода на сторону, может и тряска с тяжелой дверью пропадет. Так что пока не стоит обращать внимание на тряску, ее я постараюсь убрать. Теперь хочу проверить, удобно ли будет с такими дверьми садиться и вылазить из авто. Для этого установил стандартное кресло на свое место. Ощущение с такими автоматическими дверьми, как будто находишься в космолете. Если еще сделать салон как в игре, то будет машина времени прямо в 77 год. Заметил, что не обязательно дверь открывать до конца, хватит открытия наполовину, это около 3 секунд. В общем, неудобств это не доставляет. Единственное, нужно ниже пригибать голову, потому что садишься спереди и голова проходит ближе к передней стойке. Параллельно с левой дверью делал и правую. Видно, что пассажирскую дверь меньше трясет, а это значит, что этот момент можно настроить. Да и можно попробовать установить на дверь газлифт, который бы глушил тряску. В общем, вначале я долго ломал голову над дверьми и хотел уже сделать двери как в обычном автомобиле, но все-таки нашел решение, и у меня это получилось. Я доволен, и можно дальше продолжать строить проект.
Только пока не знаю, что делать следующим. Может уже начать потихоньку клеить салон или ставить пневму и попробовать прокатиться по какой-нибудь парковке. А пока всем спасибо за внимание и огромную поддержку в лайках и комментариях. Уже по традиции увидимся в следующей части.